Не очень холодно, но такой неприятный ветер. Но все же это воскресенье, нужно радоваться выходному дню и использовать его с семьей как можно лучше. Неотъемлемый элемент воскресенья в большинстве польских семей – это костел и воскресная служба. Конечно же, нельзя сказать, что 100% людей ходит в костел, потому что когда-то можно было сказать, что это так. Но сейчас тенденция меняется, и количество людей, которые посещают костел регулярно каждое воскресенье, падает. Но у нас это неотъемлемый пункт каждых выходных, поэтому сегодня в костеле. Мы идем по территории монастыря. Здесь очень много разных построек, разных учреждений, музеев. А мы с вами направляемся в не маленькую, но мы направляемся в часовню. Сейчас мы туда зайдем, там начнется служба. Как видите, люди идут, потому что через несколько минут она начнется. Это служба в середине дня. Больше людей ходит утром на 9 или на 11 часов, но мы сегодня после обеда, и людей немного меньше. Но я думаю, все равно будет достаточно. Z rodziną z racji 89. rocznicy urodzin. Ksiądz Augustyn, widency Anny i Jacka z prośbą do Matki Bożej o pomoc i właściwy wybór w kupnie domu. Jak ją znacie Ojciec. I teraz w dzisiejszej Ewangelii mamy: Chrystus idzie spełnić to dzieło. Dokonał tego dzieła, teraz na ostatek dokona. Честно говоря, не ожидала я, что аж так зима нас порадует сегодня. В кавычках, конечно. Немножко снега припрушило утром вчера, но вот так, чтобы так снег валил, я не думала. Все-таки прогнозам нужно иногда доверять. А я все-таки думала, что прогнозы нас не то чтобы обманут, но не оправдаются. А когда хочешь, чтобы оправдались, они не оправдываются. Вот когда не хочешь, то они оправдываются даже не на 100, на все 200%. Но ничего, насладимся еще зимой. Не зря же я сегодня шубу свою выгуливаю первый раз за всю зиму. Во всем нужно находить плюсы, хотя иногда мне это не так легко удается, но вот сегодня я нахожу плюс в том, что я не замерзну и могу насладиться вот этим вот фейерверком снега и не замерзнуть. Хорошо оделась, поэтому могу погулять. Вот этот плюс. Теперь у меня уже настроение улучшилось. Всегда, когда найдешь какой-то плюс, всегда тебе как-то на душе легче. Так что пробуйте находить плюсы, проверено. Хотя я знаю, что это нелегко. Иногда хочешь найти плюсы, а просто нету такого морального подъема, хотя бы даже плюс какой-то найти. Это бывает. Надо просто стараться, даже если не получается. За каким-то разом все-таки получится. Хотели зайти в один музей, но, к сожалению, зимой он работает до 4, а уже 4 часа давно прошло, поэтому мы решили пройтись по территории, прогуляться немножко, ну и я вам немножко поснимаю по дороге. Летом здесь очень красиво и уютно, все утопает в цветах, и людей также очень много, а сегодня, как видите, пустынно. Вот покажу вам крестный ход. Сейчас Великий пост начался, и в каждую пятницу, как бы сказать, крестный ход люди совершают. И он обычно проходит внутри костела, там есть такие станции этого крестного хода, на стенах висят. Но здесь есть вокруг монастыря, здесь есть вот такой крестный ход на природе. Очень такой, как сказать, грандиозный. Вот здесь такие огромные стены, и вдоль этих стен проходит крестный ход. Я вам покажу, вот это одна из станций крестного хода. Видите, она там внизу. Вот.
и такая высокая, чтобы можно было идти здесь наверху стены и молиться. Здесь также, когда будет уже ближе Пасхи, будут такие крестные ходы происходить группами. Люди будут ходить и молиться. А пока что, как я уже сказала, это все происходит каждую пятницу в помещениях костела. Это все, видите, постройки там, где живут монахи. Посмотрите, как сыпет снег. Когда мы заходили, еще такого снега не было, когда мы заходили на службу, а сейчас вышли, в воздухе просто целые такие кусочки снега. Так красиво, камера этого не передает, к сожалению. А здесь пушки. Посмотрите, такое впечатление, что из них только что стреляли. Но это пар, который выходит из вентиляционных труб. Сейчас я туда подойду. Вот, видите такие трубы? Из них выходит пар. Окажется, что пушки только что стреляли. Такое интересное впечатление. Вот эти пушки по-польски называются арматы. Это об этом я рассказывала в своем предыдущем ролике о особенностях польского языка. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень много смешных моментов, как можно перепутать слова и попасть в конфуз. Сейчас мы едем домой, и я вам покажу, какое я классное блюдо сегодня готовила, и подробно расскажу, как это сделать. Обязательно приготовьте, вы не пожалеете. Так что сегодняшний ролик не прекращайте смотреть сейчас. У меня для вас очень классный рецепт. Сегодня будем с вами готовить азу по-татарски. Очень сытное, вкусное блюдо и совсем не трудно его готовить. Поэтому обязательно посмотрите и обязательно приготовьте продукты самые базовые, но вкус просто невероятный. Итак, приступаем к готовке. Я нарезала вот такими кубиками мяско, и теперь буду его обволакивать в муке и обжаривать в растительном масле. Почему обжаривать в муке? Для того, чтобы потом, когда я буду соединять все ингредиенты и наливать кипящую воду, тогда мука соединится с водой и получится очень вкусный соус. То есть наша азу не будет такое водянистая, а будет очень хороший такой вкусный соус. Итак, приступаем. Вот я насыпала муку и просто все вот так рукой перемешаю хорошенько. И каждый кусочек будет покрыт слоем муки. И это все я отправлю в горячее масло. Вот в казанке у меня уже нагрелось масло. И туда я отправляю наше мясо. Это у меня сегодня шея. И теперь буду обжаривать мясо с двух сторон. Когда перемешала мясо, также отправляю сюда лук и продолжаю мясо жарить или немножко тушить до корочки. Картофель нарезаю соломкой и отправляю его на полотенце, чтобы подсох перед тем, как будем его обжаривать. Теперь добавляем томат-пасту и хорошенько все размешиваем. Томат-пасты у меня маловато, я сейчас добавлю еще.
так. Протушим немножко с томат-пастой и туда добавим наши огурчики. Вот я нарезала огурчики и сейчас их отправлю уже к мясу. Добавила огурчики, перемешиваю и так вот немножко протушим вместе. На разогретую сковородку с растительным маслом сейчас будем отправлять нашу картошку и поджарим ее до золотистого оттенка с двух сторон. Вот картошечка уже просохла и отправляем ее на сковородку. Ну вот мясо с огурчиками немного протушилось и заливаем это все горячей водой, то есть кипяточком. И оставляем мясо тушиться до готовности. Также в это время можно добавить разные приправы к мясу, какие вы хотите. Это может быть перец, у меня есть специальная приправа для свинины, так что добавляйте те специи и приправы, которые вам по вкусу. И оставляем мясо, как я уже сказала, тушиться. Ну вот картошка моя поджарилась до полуготовности. Здесь уже тушилось мое мясо. Такое идет пар от мяса, не видно. И сейчас картошку буду отправлять сюда. Ну вот все уже вместе и все в сборе в одной кастрюле. Сейчас, так как моя картошка уже почти была готова, хватит от 5 до 8 минут, пока все подружится, картошка пройдет соусом, напитает в себя весь вкус и готово блюдо к подаче. Ну вот пришло время дегустировать. То, что я приготовила, скажу вам честно, я азу не готовила уже очень и очень давно. И сегодня захотелось чем-то порадовать семью. И я не просчиталась, сделала правильно. Картошечка мягенькая, пропиталась вкусным соусом. Мясо тоже дотушилось до очень мягкого такого вкусного состояния. В запах вы не представляете, какой он приятный. Поэтому я уже не могу удержаться. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на канал. А я иду кушать, потому что выдержать уже не могу. Пока-пока.